Окружающий мир 4 класс, проект «Путешествуем в безопасности», ученица 4 Б класса среднеобразовательной школы номер 21, город Великий Новгород, Джериховой Дарья. План. Первое. Введение. Второе. История опасных путешествий. Третье. Вещи, облегчающие жизнь путешественнику. Четвертое. Медикаменты в дорогу. Пятое. Что нельзя делать в некоторых странах. Шестое. Заболевания и прививки. Седьмое. Опасные животные. Восьмое. Опасные для посещения места. Введение. Путешествовать и познавать мир люди начали с самого начала своего существования. И это было всегда одновременно очень интересно и опасно. У древних путешественников еще не было надежных путеводителей, и они могли легко потеряться в огромном мире. Когда-то рукописные карты и записки путешественников имели огромную ценность. История опасных путешествий. Джеймс Кук, к примеру, открыл Гавайские острова и многие другие. Именно на Гавайских островах во время одного из конфликтов с туземцами и погиб Джеймс Кук. Копьем ему пробили затылок. Рауль Амундсен, норвежский полярный исследователь, в 1928 году погиб в Баренцевом море во время экспедиции. Беринг Витус, датский мореплаватель и исследователь на русской службе, на корабле Беринг пересек Тихий океан, достиг Аляски, обследовал и нанес ее на карту, и на обратном пути во время зимовки на одном из островов Беринг, как и многие его члены команды, погиб. Васко де Гама, португальский мореплаватель, возглавил экспедицию, открывшую для европейцев морской путь в Индию вокруг африканского континента, и в 1524 году в одной из его экспедиций, во время экспедиции он умер. Вещи, облегчающие жизнь путешественнику. В современном мире все географические карты, компас, навигатор, блокнот для записей, переводчик, фотоаппарат, прогноз погоды, вся необходимая информация помещается в смартфоне. Но есть еще места на планете, где нет электричества, нет сигнала связи, нет комфортабельного жилья и медицинского обслуживания. И все это представляет опасность. Там, где нет электричества, но есть солнце, поможет зарядное устройство на солнечных элементах. Даже если вы собираетесь недалеко в лес или на дачу, вам очень может помочь спрей от насекомых, комаров и клещей, а также накомарник. Не все люди досконально знают иностранные языки, но загрузив в телефон приложение «Переводчик», можно кратко объяснить собеседнику свои потребности. Фотоаппарат нужен не только для снимков на память. Копии важных документов необходимо хранить в электронном виде, чтобы их можно было распечатать на случай потери. Медикаменты в дорогу. Минимальный набор — это для детей обязательно нужно брать препараты от укачивания. Для всех и детей, и взрослых нужны средства от диареи, обезболивающие средства, жаропонижающие средства, средства от укусов насекомых. Также рекомендуется йод, фломастер от мелких царапин, лейкопластырь. Ну и если вы едете путешествовать не на север, а на юг, вам пригодятся средства от загара и солнечных ожогов. Что нельзя делать в некоторых странах? В разных странах мира свои законы, обычаи, негласные правила поведения, которые нельзя нарушать. В Египте, например, нельзя вывозить кораллы и другую морскую флору и фауну, даже камешки и песок, собранные на берегу. В аэропорту при обнаружении подобных предметов вас оштрафуют на крупную сумму. Индия. Никогда в Индии не ешьте и не берите деньги или товары в магазине левой рукой. Левая рука в Индии и арабских странах считается нечистой
ей берут туалетную бумагу и делают все прочие дела. Южная Корея. Оказавшись в Южной Корее, никогда не пишите чье-то имя красными чернилами. Этим цветом в Южной Корее пишут только имена уже умерших людей. Фото и видеосъемка. В большинстве мусульманских стран запрещено фотографировать людей без их согласия. Под запретом для фото и видеосъемки прежде всего находятся также стратегические государственные объекты военного и промышленного характера. Немногие знают, что таким зонам относятся аэропорты, особенно летные поля, и иногда даже транспортные магистрали, дороги, туннели, мосты. Как правило, запрещено фотографировать внутри храмов и мечетей, а также на фоне священных объектов. В Таиланде и в Малайзии к таким относятся все изображения Будды. Заболевания и прививки. Прежде всего не стоит ехать в страны, в которых бушует эпидемия эболы, малярия, лихорадка, если только вы не доктор, летящий в командировку. Перед поездкой в экзотические страны необходимо проверить наличие необходимых прививок. И Минздрав, Всероссийская организация здравоохранения, рекомендует свои прививочки для разных стран, с которыми можно ознакомиться на сайте. Опасные животные. В разных странах есть опасные животные, о которых нужно знать, так как, например, если можно сделать прививку от укусов малярийного комара, но от укусов крокодила она не действует. Таких животных нужно просто избегать. Во всех городах мира бывают бродячие собаки, и на самом деле крокодила вы, может быть, и не встретите, но гораздо чаще люди страдают от бродячих собак и агрессивных собак бойцовских пород, оставшихся без присмотра. Таких вот мест нужно тоже избегать. В России даже не нужно ехать далеко. Есть энцефалитный клещ, от укусов которых можно умереть. Даже если вы не умерли, то дальнейшая жизнь после укуса энцефалитного клеща уже полноценной нельзя назвать. Только в России ежегодно регистрируют больше 10 тысяч заболевших клещевым энцефалитом. Египет. Вводится морской моллюск конус, с виду симпатичная ракушечка, но трогать его категорически нельзя, так как у него есть такое, как копье, остренькое жало. Он ним колет, когда вы берете в руки, и выпрыскивает очень токсический яд, который может вызвать паралич конечностей. И из-за шока человек может умереть прямо в воде, не успевший выйти из нее. Турция. В Турции есть скорпионы, около 15 видов. Их не так много, но они все-таки иногда бывают. И самый многочисленный вид — это бутиды. Как и пауки, они сторонятся людей, обитают на юго-востоке страны. Встретить их сложно, но они бывают, и они действительно опасны, особенно для детей и для пожилых людей. Таиланд. В Таиланде очень много обезьян, особенно вблизи храмов, парках и даже на пляжах. Они могут представлять опасность для человека. Эти животные очень резвы и бесцеремонны, людей они не боятся, и голодные особи могут напасть на туриста и отобрать у него вещи, которые им нравятся, еду, всякие блестящие украшения. И в худшем случае обезьяна может покусать и заразить бешенством. Также есть опасные для посещения места, которые лучше всего избегать. Это различные вулканы, обрывы скал, горные реки и все то, что называют экстремальным туризмом. Вот, к примеру, вулканы, на которые иногда приходят туристы, очень опасны. Можно обжечься, можно упасть и погибнуть. Скалолазанье. Также увлекательный и опасный вид
туризма, и если сорвешься со скалы, ну, дальше все понятно. Рафтинг. И посмотрите на картинку. Эти парни надели спасательные жилеты, они надели шлемы, и это не просто так, это действительно опасно. Они рискуют своим здоровьем и, может быть, даже своей жизнью. Таких вот опасных участков лучше избегать. И пустыня. Одно из самых опасных мест, в котором не выжить без воды. И путешествовать бы по пустыне я бы совершенно не рекомендовал. Если вы будете соблюдать рекомендации, избегать опасных мест, вести себя прилично, вы избежите многих неприятностей. Источники для материала взяты на просторах интернета. Изображения используются с сайта pixby.com по лицензии pixby-лиценз, а также использованы изображения с сайта Wikimedia по лицензии Attribution Share Alike 3.0. Помощь в монтаже материала отец Джерихов Владимир Николаевич.